Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня в этом видео я хочу познакомить вас со своей подругой. Она работает стюардессой в компании Air New Zealand. Это наша авиакомпания. Софию я знаю уже много лет. И она работает в этой компании, лет 30, наверное. Я в этом видео хочу задать ей несколько вопросов и познакомить просто вас поближе с ней. Она интересный человек. Мало того, что она прекрасно выглядит в свои годы, о которых она расскажет вам позже, откроет свой возраст. Ну и вообще расскажет немножечко о себе, расскажет о своей работе в авиакомпании. Ну и вообще просто познакомитесь с интересным человеком. Если алгоритм YouTube принес мое видео случайно, и вы впервые на моем канале, меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии. Если нравится видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Здравствуйте, меня зовут София Ямагучи, я из Тайваня. У меня японская фамилия, потому что мой муж японец. Я живу в Новой Зеландии около 30 лет. Это столько же, сколько я замужем. А у тебя есть дети? Да, у нас один, ей 25 лет. София, а почему ты переехала в Новую Зеландию? В 1991 году моя мама эмигрировала в Новую Зеландию. Таким образом, я получила резидентскую визу. Я приехала сюда до того, как истек срок моей резидентской визы в 1995 году. А тебе сразу понравилась страна? Когда я приехала в 1995 году, я уже была замужем, так что мы планировали остаться в Новой Зеландии. Мы решили, что здесь наш дом. Тебе пока нравится? Да, здесь просторно. До этого, когда мы приехали в Новую Зеландию, мы жили в Гонконге, потому что я работала на авиакомпанию Cathay Pacific Airways, находящуюся в Гонконге. Жилое пространство было очень тесное. Моя квартира была как обувная коробка. И нам не нравилась жизнь в Гонконге, поскольку слишком много людей. Когда мы приехали в Новую Зеландию, мы так были счастливы, что много пространства, природы, красоты, чистоты и погоды, всего. Сколько лет тебе, София? Мне 54. Скоро будет 55. Вы можете себе представить? Что ты ешь, что ты пьешь такое, чтобы так выглядеть? Это Новая Зеландия. Приезжайте в Новую Зеландию. Когда ты начала свою карьеру? Я начала летать с Air New Zealand с апреля 1996 года. Да, давненько. А почему ты решила стать стюардессой? У меня не было выбора, если честно. Я не могла найти работу. А сколько тебе было лет? Тогда мне было 23. Когда я впервые начала работать на Cathay Pacific Airways. То есть ты в этой индустрии почти 30 лет? Да, почти. В апреле этого года будет 30. Ой, нет, в этом апреле будет 31 год. Ну, а тебе нравится твоя работа? Зависит. Окей, что ты любишь в своей работе? Я люблю людей. Это удача работать на Air New Zealand. Я работаю с самыми прекрасными людьми в мире. Мои коллеги просто потрясающие. И мы все работаем в команде. А какие недостатки тогда? Недостатки? Я не сказала бы, что это недостатки. И это часть моей работы. Иногда, пассажиры плохо себя ведут.
Это недостаток, но я принимаю это. Это моя работа. А как часто встречаются плохие пассажиры? Не очень часто, но когда это случается, это непросто. Я обычно могу решить проблему. София, а это физически тяжелая работа быть стюардессой? М, И да, и нет. Потому что бортовое оборудование и багаж может быть достаточно тяжелым. И нам нужно быть в форме. Я хожу в спортивный зал, я много занимаюсь спортом. Я стараюсь держать свои мышцы спины, моих плечей, чтобы помочь пассажирам. А что случилось с твоей рукой? Поскользнулся, упал, закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Это я уже слышала. Я сейчас не летаю, потому что у меня перелом. В мое свободное время я занимаюсь бальными и латиноамериканскими танцами. Это мое хобби. Прошлым декабрем я смогла выступать со своим учителем по танцам на международных соревнованиях в Мельбурне. И в полуфинале мы были сбиты с ног с другой парой, и в результате чего я упала и сломала руку. Вы не выиграли, потому что ты упала? Я уже выиграла несколько медалей, и это был конец дня. Если бы я продолжила, вероятно, я выиграла бы еще. Но это соревнование для любителей, не профессиональная категория. Я не могу танцевать как профессионал. София, почему ты стала вообще заниматься бальными танцами? Когда я была молодая, я занималась балетом. Но когда мне исполнилось 20 лет, моя мама сказала, чтобы я остановилась заниматься. А я люблю танцевать. И так после того, как я вышла замуж и мой ребенок вырос, у меня появилось свободное время, я вернулась танцевать. А когда мне было 40, я стала заниматься бальными танцами латинскими. 40, да, 40. И я занимаюсь танцами около 15 лет. А когда ты участвовать стала в соревнованиях? Только около 3 лет назад. Я никогда не думала участвовать, поскольку у меня никогда не было партнера по танцам. Когда я поменяла учителя, мой новый учитель был счастлив помочь своим студентам, и мы подали заявку на соревнования под категорию учитель и студент, то есть профессионал и любитель. А какие у тебя другие хобби? Конечно, зумба. Да, я люблю зумбу. Когда впервые я пришла на зумбу, это было около 8 лет тому назад. Моя коллега пригласила меня, и я сразу же влюбилась. Эта энергия заряжает меня позитивом. Если у меня тяжелое время, то после класса зумбы весь негатив уходит. Итак, зумба, бальные танцы и спортивный зал. А гуляешь? Да, я много гуляю. Я с мужем занимаюсь хайкингом. Мы часто гуляем в Западном Окленде, в Вайтакере, потому что у них прекрасная природа для хайкинга. Красивые водопады – это настоящая новозеландская природа.
Ты когда-нибудь боялась летать? Нет. При обучении инструктора говорят нам, что самое опасное время – это взлет и посадка. Как только самолет набрал высоту, это достаточно безопасно. То есть для взлета и посадки нам нужно быть начеку, слушать звуки, там, окружающую среду. Ну да, быть начеку. А тебе было когда-нибудь страшно на работе? Ну, может быть, немножко страшно. Это было 20 лет назад. Мы летели из Окленда в Нэнди, это Фиджи. Где-то примерно через 10 минут после взлета один двигатель вышел из строя. Позже капитан оповестил нас, что птица попала в двигатель, и двигатель вышел из строя, и нам нужно возвратиться в Окленд. Поскольку мы только взлетели и даже не начали обслуживание, мы просто проверили, что все пристегнуты, все нормально, и мы приземлились без проблем. Мы называем это как бы вынужденная посадка. Капитан сказал, что все будет в порядке, но будьте бдительны, начеку. Итак, самолет может безопасно приземлиться с одним двигателем. На самом деле я очень рекомендую каждому, как только сели в самолет, пожалуйста, пристегните свои ремни на весь период времени вашего полета. Это было тоже много лет тому назад. Мы летели из Окленда в Осака, Япония, и в Осаке был очень сильный циклон. Полет был очень тяжелый. Но нам нужно было проверить, что все готовы к безопасной посадке. И когда мы проверяли пассажиров, самолет внезапно опустился вниз, и мы все взлетели наверх. Удачно, что я маленького роста, и я не ударилась об потолок. И некоторые члены экипажа достаточно высокие, и они ударились об потолок, упали, и один сломал себе шею. Это было очень опасно. Как мы приземлились в Осака, некоторым потребовалась госпитализация и проверка их. Еще раз рекомендую пристегнуть свои ремни, как только сели в самолет. София, ты так давно работаешь стюардессой. Чему ты больше всего научилась? О, я научилась многому. Оставаться позитивной, отношению все по плечу, хорошо работать в команде, иметь эмпатию, уважать другие культуры. Если, например, мы летим в Японию, я изучаю, как присматривать за японскими пассажирами. Они более сдержанная культура. Мне надо быть более уважительной, смотреть язык тела. Мне надо быть как бы японкой. А у тебя есть какие-нибудь истории? О, да. Окей. Это значит да, а это значит нет. Это был один полет, и я спросила пассажира, хотите кофе? И женщина мне ответила так. Я подумала, что она хочет кофе. Я ей налила в ее чашку, и она закричала. После чего я поняла, что это значит. Нет, нет, спасибо. Нет, спасибо. После этого я знаю, что значит. Это нет. А у тебя есть еще похожие истории? Да, на сингапурском маршруте у нас много пассажиров из Индии. И для их культуры характерно вот так делать. Головой. Это значит, они тебя слушают с уважением и ничего негативного. Но я не понимала. И когда я делала обслуживание, спросила, желаете каких-нибудь напитков? Они посмотрели на меня и закачали головой. Я тогда совсем ничего не знала об этом языке тела, спрашивала снова, и снова они качали головой. Я спрашивала снова и получала тот же самый ответ. Пока я не поняла, как вообще, что это значит. И теперь, конечно, зная, что так человек думает, я уже
совершенно по-другому предлагаю напитки и получаю ответ быстрее. А что-нибудь смешное еще есть у тебя? Есть одна, но она не очень политкорректная. Не ругайте меня, пожалуйста. Я полетела со своим менеджером. Его звали Рихи. Он маориец. Он очень привлекательный, высокий. Мы вместе полетели в Гонконг и сходили на ужин. Там он сказал: «София, на прошлой неделе я был в Пекине, и мне там не понравилось». Я спросила: «А что произошло?» А он сказал: «Ну, ты знаешь, я же выгляжу как иностранец. Куда бы я ни ходил, люди смотрели на меня. Одни смотрели на меня в магазине, в парке. Когда я шел в туалет, они тоже смотрели на меня». Я похлопала его по плечу и сказала: «Рихи, не беспокойся, тебя никто не видит». Он был шокирован, но сильно рассмеялся и сказал: «О, Господи, София, я не могу поверить, что это ты сказала. Это так оскорбительно». А я сказала: «Кто со мной говорит? Я тебя не вижу». Я так сказала, но не говорите, пожалуйста, никому так же. Я азиатка, а у вас будут проблемы. София, расскажи нам про Air New Zealand. Насколько компания это безопасна? На самом деле я очень горжусь Air New Zealand. Мы снова стали безопасной авиалинией в этом году. Мы уделяем большое внимание безопасности. На каждом полете для нас это приоритет. А Air New Zealand никогда не было крушений? Была, но это было под другим именем, до того, как она называлась Air New Zealand много лет назад. Каждый ноябрь мы проводим церемонию, чтобы почтить память команды и пассажиров той аварии. А были ли у тебя когда-нибудь коллеги, которые боялись летать? Нет, пока нет. Если они боятся летать, они не подадутся на эту работу. Большинство моих коллег ведут себя спокойно, когда что-то случается. А веришь ли ты в суеверие? Да. В одни из моих полетов я работала в баре. И когда я обслуживала одного пассажира, он мне сказал, что он видит двух людей, двух мужчин, следуемых за мной. Я спросила: «Ты имеешь в виду моего отца и тестя?» И пассажир ответил: «Да». Они умерли, да? Да. Я знаю, они следуют за мной и присматривают за мной. Они как мои ангелы-хранители. Я не суеверная, но пассажир сказал, что он видит. Я упомянула двух важных для меня мужчин, кто уже умер, и это мой отец и мой тесть. Ну хорошо, большое спасибо тебе, дорогая, за твое время. Я очень рада, что ты нашла время пообщаться со мной и рассказать что-то моим замечательным подписчикам. Могла ли бы ты в конце передать моим зрителям какие-нибудь пожелания, сказать что-нибудь хорошее? Хорошо. С вами было крайне приятно познакомиться, и спасибо за просмотр, и что послушали мою историю. Мне очень повезло встретить Олесю. Она для меня очень близкий друг. Во время ковида помогала мне найти работу, и у меня 6 месяцев был источник дохода того, как я снова смогла летать стюардессой. Я крайне благодарна Олесе за ее помощь. Спасибо большое, хорошо и пока.